Спасибо. Наши дети очень много репетировали, они хотели бы сейчас для вас спеть. Да, вот и Зоя предлагает нам такой вариант, чтобы мы все стали и поддержали наших деток. Спасибо для тех, кто действительно отреагировал. Да, спасибо большое папам, мамам, дедушкам, бабушкам. Спасибо деткам за выступление. All right, well, welcome to the last presentation. We are looking tonight at child development. There's a handout. It's course number 8. It should have gone around the room. There's a lot of really great information in here, and there's so much information that we can't cover all this information in one session. Добро пожаловать на последнюю нашу презентацию сегодня. Надеюсь, каждый из вас получил вот эти распечатки. Здесь очень много дополнительной информации, с которой вы можете ознакомиться, и мы попытаемся ее сегодня также раскрыть в нашей презентации. So my approach tonight is going to be from a principal's perspective. Сегодня я буду говорить с вами как от лица директора. I've been a principal of Adventist schools for 8 years, and I've taught a lot of classes, and I've watched a lot of teachers teach classes. Я работал директором, получается, в течение 8 лет, был во многих классах и видел работу учителей в адвентистских школах. If you're looking for a good school, there's a great one in Puyallup. Если вы ищете хорошую школу адвентистскую, одна из хороших школ в городе Пuyallup. Let me give you a few tips that are related to teaching Sabbath school, not necessarily child development, but teaching Sabbath school. 4 tips first. Сейчас я вам хочу поделиться с вами 4 пунктами, которые он считает важными для обучения в адвентистской школе, в Sabbath school, в субботней школе. The first tip is always be prepared before you walk into a classroom. Первое, это обязательно, когда вы входите в класс, вы должны быть готовы к уроку. If you go in without a plan, you're going to end stressed out. Если у вас нет никакого плана, конечно же, вы будете сами в стрессе. And I've watched teachers who approach their classroom with no plan, and they develop a habit of not planning. They end up burning out from stress.
И я очень часто видела, что были преподаватели, у которых не было плана, они просто входили в класс и преподавали. И, конечно, у них тогда вырабатывалась уже привычка не готовиться к уроку, приходить и учить. И в конце концов они действительно были очень выснажены. Most of the teachers who plan their classes fall in love with teaching. Большинство преподавателей, которые преподают в субботней школе, они просто влюбляются в это дело. Second tip. Второе. Expect some behavior issues to come up. Вы должны ожидать, что будут проблемы с поведением детей. That's another thing that I've watched stress teachers out too much. Это тоже, что я видел, что очень делает стресс преподавателям. We have an idea because they're coming to Sabbath school, because they're coming to an Adventist school, that the behavior should not be bad. And when it's bad, there's a lot of disorientation. Потому что у нас какие ожидания? Что дети приходят, как получается, в библейскую школу, в адвентистскую школу, что не должно никаких быть проблем с поведением, но это не так, поэтому преподаватель начинается стресс из-за того, что все по-другому. If you go into your classrooms knowing that you're going to have a problem here and there, but you make an agreement with yourself to work through it, communicate with parents, again, you'll fall in love with teaching. Когда вы входите в класс, вы должны понимать, что да, у меня могут быть проблемы со студентами, с учениками, но если вы себя подготавливаете к этим и говорите, что я буду работать с родителями, я буду работать над собой, то вы просто влюбитесь в то, чтобы преподавать в адвентистском обществе. Tip number 3 is set age-appropriate learning objectives. И третье, это нужно ставить цели, которые подходят для детей определенного возраста. If you're in beginners, in the age 0 to 2 classroom, and you do an activity, why are you doing the activity? Если вы находитесь преподавателем в классе для детей от 0 до 2 лет, вы должны делать такие activities для них, которые вы должны думать, как, почему я должен именно это сделать с детьми. A learning objective for beginners might be to recognize the face of Jesus. Может быть, для этих детей цель будет такова, чтобы они узнали просто лицо Христа. A learning objective for teenagers might be to describe the characteristics of the sanctuary doctrine. Very different. А для детей, может быть, подросткового возраста или же тинейджеров, для них нужно, чтобы они описали какие-то доктрины уже. But setting those learning objectives helps you as a teacher to plan, and it doesn't take very much time. Но если вы эти цели будете знать и будете заранее продумывать, то вам будет легко. The last one is more for the lower age students, students from 0 to about 11. И также есть цели для детей, которые от 0 до 11 лет. Make a simple list of Sabbath school rules and be consistent in expecting the students to follow your rules. Эти цели, они связаны с тем, чтобы вы написали правила для детей и обговорили их, и также, чтобы дети следили за тем, чтобы они выполнялись. Put the list up on the wall. Поместите этот список на стене. And use it to redirect behavior. И постоянно напоминайте, если есть проблемы с поведением, вы напоминаете, вот у нас составлен список. So what about the classrooms? We're going to talk about each age group and a little bit of what I'm talking about. I think Doug Bing looked at my notes because it sounds a little bit like Doug Bing, but that's okay. Также мы говорим о классах, чтобы, как классы должны выглядеть, что там происходит. Но вот ему кажется, что предыдущий выступающий, он многое раскрыл уже. Ages 0 to 2 needs to be highly structured. В классах от 0 до 2 нужна обязательно строгая организация класса. As a principal, when I walk into my classrooms for the youngest students, I want to be able to know what's happening without having to ask anybody. Для меня, как директора, когда я вхожу в класс, я должен просто зайти в класс и увидеть, и точно знать, что в этом классе происходит, что в этом классе, чему обучают в этом классе детей. When a parent walks into the Sabbath school, when a pastor walks in,
when another teacher walks in, it should be very obvious what the routine is. И кто бы это ни был, или же другой преподаватель, или же другой родитель, когда он входит в класс и попадает в эту атмосферу, он должен четко знать, что происходит в этом классе. The routine should be posted somewhere, written on a board. It should be very obvious to everybody in the room. То есть должен быть план или рутина, то, что они делают постоянно, это где-то должно быть вывешено или на стене. Because especially in the younger age, if there's people in the room that aren't following routine, then there's disorientation. Иногда сложно для маленьких деток, если что-то идет не так, как у них принято это делать, не так, как это уже описано ранее у них, и этот план у них на стене, то очень трудно, дети могут потеряться. Children at that age learn through imitation and not through instruction. И в этом возрасте дети, они учатся повторять что-то, не то, что вы какую-то им даете установку. We need to, as adults, imitate the learning that we want to see from them. И мы, как взрослые, должны имитировать, то есть показывать своим примером, чтобы они это видели от нас. And talk through your imitation. When you pray, let's kneel down. Let's hold hands. Let's all say together, Amen. Talk through the imitation. Постоянно через вот эту имитацию вы должны показывать и своим примером, как это делать. Если вы молитесь, вот так мы делаем, то есть вы тоже склоняетесь с ними, держитесь за руки, закрываете глаза. Children at this age are literally learning how to interpret their world and how to make sense of the things they see around us. Потому что в этом возрасте дети, они познают все то, что они видят вокруг себя. We can use that in Sabbath school teaching with shapes and colors and textures and wet and dry. And we can use the face of Jesus as a very simple, early lesson to teach our students. И, конечно, в этом возрасте дети учат там разные фигуры, цвета, что-то мокрое, что сухое. То есть все они должны видеть и трогать. Most of you know that beginner Sabbath schools are usually set to music. And there's music for every activity, a different song. That helps. Go ahead. И вы знаете, что музыка тоже играет огромную роль в обучении детей. И с самого тоже вот этого раннего возраста везде присутствует музыка. A different activity for every song helps with the organization of the room, and it helps keep the structures very, very concrete. Это помогает, конечно, со структурой в классе, потому что каждая песня, она помогает им как-то в организации. Related to the sense of touch is the sense of movement. Потому что у них все сопряжено вместе, то есть то, что они касаются, то, что они двигаются. When you read through the characteristics of development, there's a short attention span, there's a short memory, and a lot of energy. И если вы прочитаете, что здесь написано о детях от 0 до 2 лет, вы увидите, что у них очень маленький интервал внимания, но у них очень много энергии. Keep the activities short and keep the children moving, standing up, sitting down, raising their hands, clapping, everything. Поэтому, когда вы планируете делать с ними какие-то действия, то они должны быть недолгими, но они должны быть активными, чтобы дети вставали, садились постоянно, были в движении. Let them engage in the story. Также пытайтесь, чтобы они были вовлечены в эту историю, в которой, если вы рассказываете. If you're teaching a lesson on Noah's Ark, give them a toy hammer and a block of wood, and let them help build the ark. Да, если вы учите, например, о истории Ноя, то дайте им молоток, дайте им какие-то там блоки, чтобы они тоже строили этот Ноев ковчег. Every Bible story has many opportunities to bring in tangible manipulatives. И каждая история в Библии, она позволяет нам принести какие-то наглядности для детей. The spiritual goal for beginners, there's a spiritual goal that I want to talk about. Есть духовная также часть урока. The spiritual goal is to teach the beginners from the age of 0 to 2
that going to church on a routine is a very fun thing to do. И вот духовная часть для этих деток от 0 до 2 это та, что ведь здорово же ходить в церковь, чтобы они научились и понимать, что в церковь ходить — это хорошо. We want them to learn to look forward to their Sabbath experience every week. И мы хотим, чтобы дети ожидали, что вот будет суббота, что там будет что-то происходить, и им это нравилось. And we want that joy to be an early memory for our children. The earliest memories they have of Sabbath is a memory of joy. И, конечно, самые лучшие воспоминания, которые мы хотим им привить, это воспоминания радости от того, что они приходят в церковь. There's one element I don't see very often in Sabbath school beginners. Но есть что-то такое, такой элемент, который я зачастую не вижу в церкви. And that's spiritual food for the parents. Это вот духовная еда для родителей, пища для родителей. How many of you can relate to having children and not having very many adult conversations for 2, 3, 4 years? Кто из вас имеет детей, но часто у вас нету таких вот духовных размышлений друг с другом. Parents need the spiritual food too. Поэтому родители нуждаются в этой духовной пище. One of the best structures that I saw for beginner Sabbath school was at Andrews University in Michigan. И самую лучшую структуру субботней школы он видел в университете Эндрюса. 40 minutes of structured Sabbath school. 40 минут была полностью спланированная, сделанная, структурированная субботняя школа. And then 20 minutes of unstructured play for the children. И 20 минут было не структурировано, то есть как хотели, так занимались, там как бы никто за ними не следил, ну не следил, как это сказать, не структурировано. Не организовано, ну да. And while the children played, there was a short presentation for the adults. И когда вот именно происходила такая игра с детьми в эти 20 минут, то родители смотрели презентацию. Many of these presentations were spiritually leading the adults in parenting. И вот эти презентации, они были нацелены на то, чтобы родители получали вот эту духовную пищу. It's a very good idea that I want to challenge you to think about in your own Sabbath schools. И это хорошая идея, поэтому можете тоже это принять во внимание. Your kindergarten students are more independent. Вы знаете, те, кто ходит... Kindergarten is 3 to 5 years. Да, вот следующая как бы категория, которую мы будем рассматривать, это от 3 до 5 лет. Это как детский садик. You still need good structure. Все равно для этой группы нужна очень хорошая структура. But now you can start to play with the structure a little bit. Но здесь уже немножко можно будет форсировать события. Begin the class as a group, as a big group. Начинайте ваш класс как вместе, всей группой. You can sing, you can do memory verses, you can have a reading time, but keep the group together. И сначала держите группу вместе. Вы можете попеть, вы можете вспомнить какие-то стихи из Библии. But remember, their attention is only going to last about 10 minutes, maybe 12. Но интервал их активности, их памяти, он длится всего лишь там 20 минут. After 12, maybe 15 minutes of group. 12-15. After 12 or 15 minutes of group activity, then let the students go to learning stations that you have set up in the room. И после этого группового времени разрешите детям пойти в какие-то разные stations, которые построены, которые вы заранее приготовили для детей. They can engage in different activities related to art, related to creativity, related to even mathematics and some other activities. Да, они могут пойти где-то на какой-то стейшн, они могут позаниматься искусством, порисовать что-то. На другой где-то могут какую-то математическую задачку сделать. Coloring, painting, puzzles, putting things together, taking things apart. Да, что-то разбирать, что-то собирать, какие-то пазлы, рисование. This is how most kindergarten rooms are structured in our Adventist schools today. И вот так, именно такова структура адвентистских классов сейчас
Так выглядят детские классы в адвентистских школах. But in kindergarten, the memory is starting to work a little better. И вы знаете, что в детском саду уже начинает память лучше работать. And we can start to expect to our kindergarten students to memorize their memory verses. И уже в детском саду мы можем позволить такое, чтобы дети запоминали памятные стишки. But you know that 3 to 5-year-olds are very proud. Но вы же знаете, что дети, которые в детском садике от 3 до 5, And when the learning happens, they want to show somebody for они approval. очень горды своими знаниями, и они хотят все это показать. This is where small reward systems work very well for this age. И если вы можете их как-то наградить, то в этом возрасте это очень хорошо работает. Tell me your memory verse and you can have a prize from the box. Расскажи мне свой памятный стишок, и я тебе разрешу выбрать какой-то подарочек из наших призов. You could use stickers, you could use a snack, you could use many different things as the reward, but small rewards work very well for kindergarten age. Можно использовать или же какую-то наклеечку, или же какую-то печенюшку, но любое что-то маленькое, оно очень хорошо служит для того, чтобы ребенок чувствовал вот это вознаграждение. Primary is ages 6 to 9. И потом идет у нас как бы primary, это начальная школа от 6 до 9, от 6 до 9 лет. Now your children's attention span is finally starting to get to the point where you can have meaningful conversation. И уже сейчас у них интервал внимания становится больше, и уже можно с ними говорить о каких-то значимых вещах. Please, this is just personal from a principal, okay? Сейчас он поделится чем-то личным, как директор школы. Please read to your students for more than 5 minutes. Engage them in meaningful stories through reading. Пожалуйста, читайте со своими детками в течение 5 минут и смотрите, чтобы они также включались в эту историю, которую вы читаете. Students today are so visual. В наше время студенты сейчас, они все должны видеть наглядно. Even at this age, most students are always on a screen, TV, iPad, phones. They're very, very visual. В наше время наглядность очень большую роль играет в развитии детей. Вы знаете, что это на экранах, это во всех этих гаджетах, которые существуют. This has affected the way that their brains are developing because they're so visual. Поэтому это тоже имеет большое влияние на развитие их мозга. Настолько вот они становятся как наглядными. The visual part of their brain is developing large, but the auditory, the hearing, is underdeveloped. It's not developing fast enough. Но вот видите, происходит то, что наглядность у них очень широко начинает быстро развиваться, но на слух у них еще восприятие недостаточное. One exercise I like to do with students this age is to have them close their eyes, or maybe even put a blindfold on. И иногда я делаю такое, как занятие с детьми, я прошу, чтобы они закрыли глаза или просто перевязали чем-то свои глаза, чтобы они не видели. Close your eyes, and I'm going to read to you a story about 10 minutes. And I want you to use your imagination to imagine what it's like to be inside the story. Я хочу, чтобы вы, вот, когда он рассказывает им, я хочу, чтобы вы закрыли свои глаза. И когда я буду вам читать эту историю, хочу, чтобы вы включили свое imagination, воображение, и воображали эту историю. Воображи. Воображение. After you open your eyes, talk to me. What was it like to be inside that Bible story? What did you see? Where were you at? И когда они открывают глаза, я их вот люблю спрашивать, где вы были в то время, когда куда вас воображение-то унесло? Primary students want to share their opinion. This will be very exciting for them. Вот эти студенты начальной школы, они очень любят делиться своим мнением. Primary students are really ready to learn.
И студенты начальной школы, они действительно готовы познавать, узнавать и учиться. This is where Sabbath school teachers can start to expect them to be able to find verses in the Bible. И это то время, когда уже учителя субботней школы могут ожидать от них, что они смогут найти стихи в Библии. I have students that are in 3rd, 4th, 5th grade that still struggle finding verses in the Bible. У меня есть студенты, которые в 4-5 классах, которые имеют проблемы, чтобы найти стих, нужный стих в Библии. This is not a hard exercise for children. А ведь это не трудное такое задание для детей. And when I find this in my schools, I know that it's not being taught. И когда я это замечаю в своей школе, я понимаю, что просто их этому не обучали. Invest in this in the Sabbath school. Where do you find this verse in the Bible? Пожалуйста, тратьте свое время на то, чтобы учить ваших детей и просить их, найдите данный стишок в Библии. And you can make a game out of that. Who can get there first and who can get to the next verse? It can be fun. И можно также сделать это достаточно веселым таким занятием. Кто найдет побыстрее этот стишок, а кто уже готов следующий искать. You can also ask the students to start to pray. Также это то время, когда можно просить студентов молиться. The teacher should not be the only one praying at this age group. И именно в этой группе не стоит думать, что только учитель должен молиться. Уже то время, когда студенты начинают молиться. But as you teach the students to pray, teach them how to pray. И когда вы учите их молиться, когда вы молитесь с ними, то учите их молиться. Teach them to praise Jesus through prayer. И учите студентов прославлять Бога, Teach them to honor God through their prayer. чтобы они уважали Бога через свою молитву. Because you'll find when you ask children to pray at this age, И вы часто увидите, что когда вы просите детей молиться в этой категории, when you ask children to pray at this age, it's all about me. I want. вы заметите, что в основном в этой категории дети говорят: я хочу. And Так that's обращаться okay. к Богу. That's okay for a prayer request, but teach them that that's a small part of prayer and a relationship with Jesus. Если у них есть такова просьба, то это нормально. Но также они должны молиться о другом. They're ready to share their stories. Они готовы делиться историями. So elicit from them, pull from them their stories about forgiveness, love, mercy. Get them thinking. Просто используйте их истории о прощении, о любви и заставляйте их думать. Now juniors. Следующая категория — это уже juniors. 10 and 11, age 10 and 11. Это те, которые подростки, получается, от 10 до 10-11. Juniors can sometimes be a little problematic with behavior. Подростки, конечно, могут иметь какие-то проблемы с поведением. They're not children anymore, Они уже не дети, but we treat them like children. но мы к ним относимся как к детям. But they're not teenagers, Но они еще тоже не тинейджеры, but they want to be teenagers. но они хотят уже быть тинейджерами. There's conflict. И происходит вот такой вот конфликт. But juniors are very ready to learn as well. Но эти подростки, они уже готовы тоже изучать. They're ready to engage in a deeper conversation. Они уже готовы более глубоким таким разговорам, But they still like learning through games. но все равно они любят изучение через игры. And this can be a challenge for the Sabbath school teacher. Это, конечно, может быть некой такой проблемой для учителей субботней школы. How do I teach the story of the prodigal son and make it fun too? And they can what? And make it fun as well. Как я могу учить историю о блудном сыне, и чтобы это еще было так здорово и весело? 10 and 11-year-old students want relevance. Студенты от 10 до 11 лет, они хотят, чтобы было relevance, то есть сходность того, что вы рассказываете, соответствие, сходность. This is where they start to need to know that they're spending their time on something that will make a difference for them. Они хотят знать, что если они на что-то тратят время, то оно будет иметь значение. Is the time I spend on Sabbath going to be an investment of time or a waste of time?
Вот то, что я провел время в субботней школе, это поможет мне, то есть это то, что я что-то сделал, какой-то внесок, или же это будет просто трата времени. Give them 10 and 11 years old. Give them some real responsibility in Sabbath school. И обязательно давайте им настоящие какие-то responsibilities, ответственности, какие-то реальные ответственности. If they feel like they have a real responsibility in your Sabbath school class, it's worth the time. Если они будут чувствовать, что есть ответственность, то они будут понимать, что не зря прошло время, что стоило это того. Self-esteem is also developing at 10 and 11 years old. Самооценка, конечно, очень развивается в этом возрасте. They start to become aware that maybe they feel awkward around their peers. Они начинают понимать, что как-то они себя чувствуют неловко в окружении своих сверстников. Some students might feel like they're a leader of their peers. И некоторые студенты, они будут считать, что я вот лидер этой группы. And gender roles also start to develop. А также начинается разделение в девочки-мальчики. These are all developments that the Sabbath school teacher can use for a meaningful classroom experience. И, конечно, учитель может использовать, должен использовать вот эти знания для значимых разговоров со студентами, чтобы они имели хороший духовный опыт. They still like to dream. Они же ведь любят мечтать в этом возрасте. 10 and 11 years old, these are the students that still love Disney movies because they love the fantasy. Конечно, еще в этом возрасте они обожают вот эти диснеевские фильмы, всю эту фантазию. What's great about 10 and 11 years old is they're easy to motivate. Но что очень хорошо в этом возрасте, что их очень легко мотивировать. And because they love to dream and they love fantasy, it's our opportunity to introduce them to the best story ever told. И нужно использовать вот эту их способность фантазировать, мы можем их использовать в наших целях. Yes? Connect them to that story in a way that lets them turn loose their imagination. Просто позвольте, когда какая-то будет история рассказана, чтобы они использовали свою вот эту вот фантазию, свою воображение. What is heaven going to be like? Вот какое будет небо, как будет у нас там в раю? Who are you excited to see there? А вот кого бы вы были очень рады увидеть именно там? What Bible character are you most excited to meet? Вот какого-нибудь, кого бы вы хотели встретить из библейских героев там? And then ask why. И потом обязательно спросите, а почему? The why question is one of the most critical questions for this age. Вопрос «почему» для них очень важный в этом возрасте. They are children. Они же ведь дети. But if we treat them as little children, Но если мы к ним относимся как к маленьким деткам, if we treat them as little children, we get the behavior issues. То у нас получается проблема потом с поведением. If we know they're children, but challenge them to grow, then we get compliance and we get real learning. Но если мы понимаем, что они дети, но мы постоянно подпитываем их и постоянно challenge, озадачиваем их чем-то, тогда будут результаты. The last group is early teens. This is 12 to 13 years old. Следующая группа у нас, получается, люди от 2 до 13, дети от 2 до 13 лет. And this is where I really connected with Doug Bing talking about teenagers. И полностью вот он как бы согласен с тем, что предыдущий говорил вот спикер. Everything in the Sabbath school experience has been building to the early teen experience. В основном все в субботней школе больше подходило для тех ранних подростков. When you look at the demographics of our world church, when we lose students is in their teenage years, early 20s, teenage and early 20s. That's when we lose our church members for many different reasons. Вы увидите, что демографически так получается, что чаще мы теряем
детей вот в этом возрасте, в подростковом или же как молодежь. The early teen Sabbath school should be much more than just a Sabbath school. И для подростков субботняя школа не должна быть просто субботней школой. It should be an experience for our young teenagers. И это должно быть опытом для юных подростков. There's a lot of competition for their attention in this world. You know that. И вы знаете, что сейчас большой идет как бы борьба за их внимание. There's the media, there's social pressures, there's much competition for our teenagers' attention in this world. Сейчас за их внимание борется все, вы знаете, это и всякие социальные сети, за их внимание борются за разные медиа-носители. And when Pastor Bing said, don't preach to them, just be there for them, И вы that's right here in знаете, my notes too. пастор вот сказал, что вы не проповедуете им, а просто будьте с ними. Early teens will appreciate a safe place to have a debate. Вот эти молодые подростки, им понравится, наверное, если будет какой-то безопасный дебат и будут происходить, какие-то разговоры. But I want to stress a safe place. Но главное — безопасность для них. Because what Pastor Bing again was saying is, don't be shy of the hard questions. Не стесняйтесь каких-то трудных вопросов. I was very fortunate when I was a teen to have a very safe Sabbath school. Мне очень повезло, что когда я был подростком, то у нас была безопасность. And I knew it was safe because I could ask any question that was on my mind. And I was a teenager, full of hormones. I had questions. И как подросток, который был полон гормонов, я себя безопасно чувствовал и комфортно себя чувствовал задать любой вопрос. Issues will come up. Вы видите, что проблемы, они будут возникать. Topics will come up that might make you blush. Разные темы будут такие подниматься, которые даже будут вас сводить в краску. And teenagers are less interested in hearing your answer than knowing your heart. И как раз этим подросткам для них не важно настолько будет ваш ответ, сколько знать, что у вас на сердце. When I talk to teenagers, one of my most powerful answers is this: I don't know. И самый такой для меня как бы главный ответ, такой сильный ответ, который я могу дать подросткам, иногда я говорю, что я не знаю. Teenagers have a very keen awareness of people trying to bluff their way through a conversation. Подростки, они чувствуют, когда тонкое такое чувство у них развито, когда они ощущают, что кто-то блефует, не искренний. But they have a very deep respect for the honest person who says, you know, that's a great question. And that's something that I've thought about a lot too, but I really just don't have a good answer for that in my life yet. Но они уважают, когда кто-то может честно сознаться, что это, если кто-то задал такой вопрос, он может сказать: шикарный вопрос, хороший вопрос, но я от всего сердца не знаю. This is the right time, 12, 13 years old, this is the right time to begin a discussion with them about their own role in the Seventh-day Adventist Church, baptism. И, конечно, 12-13 лет — это тот возраст, когда уже нужно обсуждать их роль в субботней школе, а также разговоры о крещении. But emphasizing again that the most important aspect of the early teen Sabbath school is the relationship, a trustworthy relationship. Но главная все-таки цель в этой группе остается, чтобы были хорошие, доверительные отношения. The early teen Sabbath school needs to not be confined to the church. Confined? Да, они относиться должны или ограничены? Главное, чтобы они понимали, что они подростки, они не ограничены, то есть не находятся, я так понимаю, so they're not separated. No, they're not. They're not. The early teen Sabbath school does not only meet in a church. Чтобы они понимали, что не только исключительно они встречаются в церкви. Arrange, like Doug said, come to our house and
enjoy our basement, empty out our fridge. Да, как вот сказал пастор, что можете приходить к нам в дом, не только, опять же, как в церкви, но приходите к нам в дом, можете опустошить наш холодильник. Sabbath school hikes in the mountains, camping trips, mission trips. Engage the teens in activities that will bond them together as a group and will anchor them to the church. Постоянно пытайтесь их привлечь в какие-то разные activities, как то где-то выезжать на природу, или же миссионерские какие-то путешествия, что это помогает им как раз иметь эту связь с церковью. And the challenge is that for a teenager, their peer relationships, their friendships are more important than anything in the world. И мы должны помнить также, что их отношения в самой группе и между собой, одни для них очень важны. So as a Sabbath school teacher, as a church member for a teenage classroom, your goal is everybody. Поэтому для вас, как учителя, вы должны понимать, что в этой группе каждый студент для вас важен, то есть все. And of course, that's your goal for every age, but the sociology is different with teenagers. Because if you get one, that's good, but that doesn't mean you have the group. You need the entire group in a trusting, loving, committed relationship with each other, anchored to the church. И главное, что он говорит, это не то, что вы будете привлекать, например, их индивидуально. Нет, в этой групповой категории главное, чтобы привлечь их всех, потому что тогда они смогут иметь эту связь с церковью. Isn't that what Paul told us the church is in the New Testament? И ведь об этом говорит апостол Павел в Новом Завете. This is where we have an opportunity to show them what church is all about. Это для нас огромная возможность показать, что для нас является церковь. As they grow into our congregation, we want them to rely on us, to trust us. Когда они растут в нашей церкви, мы хотим, чтобы они полагались на нас и росли в этой церкви. Don't look out there in the world. Чтобы они не смотрели где-то там в мире на что-то. For the answers to life, look right here. И не искали ответы на свои жизненные вопросы где-то там в мире, а чтобы они искали здесь их в церкви. And make that transition from the teenage classroom into the sanctuary as smooth as you can. И поэтому этот переход от субботней школы, от субботнего класса, где они занимаются, и потом они переходят и становятся здесь на служение в церкви, поэтому нужно его сделать очень мягким и деликатным. As a principal and an educator, it breaks my heart to see so many young people leaving the church. И как директора школы, и как адвентиста, ему тяжело пережить, видя, как часто молодые люди уходят из церкви. I've actually lost a lot of friends out of the church. И я очень потерял много друзей, которые стали вне церкви. But what made the difference in my life, но большую разницу, что повлияло в его жизни, what made the difference in my life is the teen Sabbath school at Auburn City Church. Для меня повлияла именно молодежная церковь в Абурновской адвентистской церкви. If not for that Sabbath school, I'm not sure I would be here today. Если бы не именно та церковь, не знает он, был бы ли он сейчас в церкви. I went to Adventist schools, I went to Auburn Academy, and I went to college at Andrews University and Newbold. Он ходил в адвентистскую школу, потом он ходил в Абурновскую академию, потом в колледж Эндрюса. Newbold. В Ньюболте. But when I think about my early interest, where my anchor is to the church, where's that anchor? It's at Auburn City Sabbath School. Я думал, вот что было этим вот как бы якорем, что было вот этим связующим звеном. И он думал именно, что это его связала именно Абурновская адвентистская церковь. Don't ever underestimate your work as a Sabbath school teacher. Никогда не думайте, что это не важно, то, что вы являетесь преподавателем субботней школы. You might only have them one day a week. Может быть, вы владеете их вниманием в течение только раз в неделю.
but that might be exactly what they need to anchor themselves at an early age to the church, an anchor that will never break. Но это может послужить тем, что они привязываются и имеют эту связь с церковью. Это через вас, как преподавателей. I want to invite the pastor up. Мы бы хотели пригласить Сергея Анатольевича, нашего пастора. We've, did he leave? I don't think so. I don't Okay. think he's going to leave us. We were going to invite, this is the last presentation of the day, and the pastor Это последняя was going to come up to презентация pray. сегодняшнего вечера. Мы бы хотели пригласить сюда пастора. Well, while they're looking for the pastor, are there any questions anybody might have? Пока они ищут пастора, может, у вас есть какие-то вопросы? Sorry? How to deal with teens? Build a relationship. Как вот Let them trust как you. работать с подростками? Нужно строить с ними отношения. Нужно строить доверие. Просто у них строить с ними доверительные отношения. Let them trust you. Позвольте, чтобы они вам доверяли вам. Well, I want to thank you for inviting me to share with you tonight, and I think Спасибо большое, что вы пригласили меня сегодня the pastor вечером, чтобы я has могла been invited up, поделиться I think, to своими have a знаниями. closing prayer. И сейчас с нами помолится пастор. There going to be one musical item before our prayer. Just be sitting, and we are waiting for our kids for a final praising song. Да, And мы then еще gonna ждем be a деток, prayer, чтобы дети okay? для нас спели. Да. They're changing all over the time, Yeah, you we know, changed so the plan, that's I normal. Thank you very According to your presentation, because we'll have to be creative. Creative. Okay. So we are waiting for you, kids. Мы ждем вас, ребята. Правда, мы сегодня стали все чуточку моложе. Не знаю, как на вас, но на меня это действует позитивно. Я больше улыбаюсь, я вспоминаю свое детство, я становлюсь ближе к нашим детям. Это то, в чем они так нуждаются порой, когда родители загружены работой и порой становятся отчужденными от своих детей. А это нехорошо. Будем с ними рядом, и будет благословение и для них, и для нас. Они так ждали этого момента, целый день они ждали, когда же будет последняя песня.
Такой долгий сегодня день и так быстро прошел. И мы даже не заметили, как уже 7 часов, и нам нужно заканчивать программу наших семинаров сегодня. It's been a long, long day, and he is over so quick, you know, and our long program is over for today, and we are facing the new working week for every one of us, but we are facing one more day for our seminars tomorrow morning at 10 a.m. till 1 p.m. И несмотря на то, что начинается у нас новая трудовая неделя, субботний день закончился, но у нас завтра еще один день семинаров с 10 до часу. Не пропустите последний день, потому что завтра будут сертификаты, и мы еще узнаем много нового. So there are going to be certificates tomorrow. Okay. Not tomorrow. When? Okay. Okay. So они проводят по всей конференции семинары, и сертификаты будут, это 2-я неделя декабря, когда вся конференция пройдет, и они все подготовят. So, and how you'll reach all these people with the seminars? У нас будет выпускной вечер. At the conference. Okay. Со всеми другими церквами у нас будет выпускной вечер и вручение семинаров. То есть в декабре у нас будет graduation. Готовьте специальные robes, regalias, and prepare yourself for this great event. У нас есть за что благодарить сегодня Господа. И, конечно, первая благодарность – это за наших детей. Давайте мы встанем и будем благодарить Господа и за детей, и за тех, кто с ними трудится, работает, и кто несут светлое, доброе, вечное. Our dearest Heavenly Father, we are so thankful for you, for our kids. Дорогой Небесный Отец, так благодарим Тебя за наших детей. You've given us a great treasure. Ты подарил нам великое сокровище. And we understand and we realize that that's a real challenge for us to teach and to train and to nurse them as good Christians for the future. И для нас это вызов, но для нас это и огромная ответственность, а также и большая привилегия воспитывать их как христиан для будущего. Bless all our efforts and attempts on this way. Благослови все наши старания на этом пути. And bless all of us and the member of our leadership team in these seminars. И благослови команду, которая проводит эти семинары, и всех нас. And now we put everything into your loving hands, and we're gonna get together tomorrow morning. И мы отдаем все в Твои любящие руки, и мы хотим завтра собраться утром to continue and to finish this session.
для того, чтобы продолжить и завершить вот эту учебную сессию. Thank you, Lord. We ask you about your heavenly blessings. In Jesus' name, amen. Сейчас у вас есть возможность еще немножко подкрепиться, потому что мы приготовили легкий ужин. So our